сейчас направляюсь к северному побережью. Ночевать буду либо в отеле, либо в городке, я не знаю, честно говоря, что это, под названием Гратислауг. По пути планировал объехать один фьорд, но мне и так дорога будет 3,5, то и 4 часа. А если еще заезжать на фьорд, то это затянется на 5-6 часов только дороги. Поэтому, пожалуй, я пропущу. Последние дни я слишком замотался из-за долгих переездов. Расстояние в 250-300 километров, как в Украине, наверное, километров 700 проехать. Хотел немного рассказать про отели в Исландии. Как правило, за баксов 100 вы можете снять очень маленькую комнатушку. Очень часто эта комната вообще на одного человека, то есть односпальная кровать там. Ну, я не могу сказать, что это прям какая-то совсем халабуда. В принципе, условия более-менее нормальные, за редкими исключениями. Но у вас нет своей ванной комнаты и туалета. Это за $100. А если же вы хотите свой личный душ, то это будет стоить уже порядка 130-140 минимум. С другой стороны, качество этих общих ванных комнат всегда на высоте. В них не страшно зайти. И на самом деле принятие душа в такой ванной комнате — это чисто психологический момент отторжения. Ваш частный душ также является общей ванной комнатой, просто ей пользуются раз в день. В любом случае этим душем кто-то пользовался до вас, и кто-то будет пользоваться после вас. Вот такие вот утренние рассуждения о психологии принятия душа. Я отмечал это место на карте, когда спланировал маршрут, но потом я его исключил из маршрута. Но так получилось, что повернул я не туда и увидел таки это место. Вот оно. Тут информационный стенд, и я узнал очень много интересного. Во-первых, это долина известного исландского писателя-поэта Йонаса Халгримсона. Самое интересное в этом стенде, я узнал, что Исландия, оказывается, страна-лидер по производству электроэнергии. Логично, что это гидроэлектростанция. Причем она в 2 раза больше производит электроэнергии, чем вторая страна в мире — Норвегия. Вот такие дела. Многие люди пытаются сэкономить при путешествии в Исландию и выбирают опцию без отелей. Они ночуют либо в палатках, в кемпингах, либо вообще арендуют дома на колесах. Я смотрел подобные варианты с домами на колесах. Во-первых, для меня это не вариант, потому что там только ручная коробка передач, а я на ручной коробке не ездил давным-давно. Второй момент, то что они реально очень дорогие, и по сути экономия по сравнению с отелями в районе $100 или 200. Это я еще не посчитал, сколько бензина ушло бы на поездку, потому что дом на колесах явно жрет больше, чем маленькая машина. Что касается ночевки в палатках или в маленькой машине, то, во-первых, ребят, это не очень удобно. Во-вторых, ночевать вы можете только в кемпингах, и за это надо платить. Понятно, что цена не такая высокая, но вы теряете абсолютно все удобства. И подумайте сами, нужно ли это вам. Мне кажется, что лучше все-таки снимать маленькую комнатушечку, даже с общим душем, но зато вы будете спать как нормальный человек. Вариант ночевки где-то на обочине не прокатывает, потому что абсолютно на всех площадках, на всех обочинах стоят знаки, что парковка на ночь запрещена. И вас реально будут сгонять, если вы захотите переночевать там. Кстати, когда я готовил маршрут, я прочитал, что, по-моему, есть какая-то кемпинг-карта, которую можно заранее купить в Рейкьявике, допустим, либо оформить по интернету, и она предоставляет скидки на ночевки в кемпингах. По-моему, она распространяется абсолютно на все кемпинги Исландии. Но лучше уточните в Гугле. Гратислауг расположен на северном фьорде. И перед тем, как ехать туда, я решил заскочить к маяку на краю этого фьорда. Очень уж понравились мне базальтовые столбы на пляже возле него. Эта местность одна из самых малоразвитых в Исландии, туда позже всех провели электричество, а дороги до сих пор не асфальтированы. Разительный контраст со всем остальным, что я увидел в этой стране. Оказывается, у них так тоже бывает. Посмотрите, какое место я откопал, чисто случайно. Я не знал, что оно вообще существует. Те, кто собирается путешествовать на машине, имейте в виду, что в Исландии нельзя оставлять открытыми нараспашку двери машины, ветер может запросто их сломать.
Прокатные конторы вас об этом обязательно предупредят, и воспримите эту информацию серьезно. Ну что, пешеходы же надо уступать, правильно? Ну, к маяку я не попаду, хотя это место, которое я планировал посетить. С другой стороны, я думаю, что водопад явно превзошел этот маяк, поэтому не зря съездил в любом случае. Почему нельзя посетить? Потому что тут гнездятся птички сейчас. Кроме 2 туристов, я не встретил в этой местности ни одного человека. Только птицы, лошади и овечки. Исландцы в целом очень воспитанные и приветливые люди, но о настоящем исландском радушии и гостеприимстве я узнал в Гритислауг. Эта местность удалена от цивилизации до ближайшего продуктового магазина около 10-15 километров по плохой дороге. Я приехал, как всегда, под вечер и был жутко голоден. Хозяева гестхауса угостили меня едой и пивом, и мы провели около 2 часов за душевной беседой. Знаете, такие редкие беседы, которые всегда вспоминаешь с улыбкой. Говорили об Украине, Исландии, людях, ценах, природе, футболе, битве экстрасенсов. Да-да, вы не ослышались. Ребята рассказали смешной факт, что у них в округе живет мужчина-исландец, который участвовал в украинской битве экстрасенсов. И они его хорошо знают. Мы потом еще очень долго смеялись над этой темой. В тот вечер я понял, что каким бы интровертом я не был, без общества долго не протянуть. Гритислауг определенно входит в топ-3 мест Исландии для меня по значимости. Первое – то озеро с ледниками. Второе – Вестманейр. Третье – Гритислауг. Очень душевные хозяева гестхауса, да и в принципе всего, что здесь находится. Это их земля. Они все создали здесь. Их старшее поколение и нынешнее поколение хозяев. Это первый раз, когда я общался с людьми как с близкими друзьями. Наверное, мы будем поддерживать связь на Фейсбуке. Приятно иметь знакомых, хороших людей со всего мира. Кстати, горячие источники шикарные, а зимой, купаясь в этих горячих источниках, можно еще наблюдать за северным сиянием. А летом можно вечно наблюдать за вот таким вот прекрасным закатом. Потому что солнце огибает гору и на севере вдоль всего океана идет снова на восток. Прекрасная страна. Сегодняшний день очень достойно компенсировал вчерашние неудачи. Спасибо людям и спасибо природе за это. А еще завтра утром я отправлюсь вот на тот остров. Он называется Дрангей. И там обитают паффины. На русском языке тупики, но мне больше нравится английский вариант. Puffins. Очень знаменитая птица для Исландии. Я, честно говоря, рассчитывал, что увижу ее раньше. Как-то не повезло мне, что ли. На Вестманейр они должны были быть, но я почему-то не наткнулся. Но надеюсь, что завтра мне повезет больше. Ну и еще надо сказать, что сегодня тут просто чрезвычайной силы ветер. Ребята мне объяснили, что когда ветер дует с гор, он гораздо сильнее, чем когда он дует с океана. Но я спрятался за булыжниками на пляже, и тут меня ничего не беспокоит. Утром я отправился на Дрангей. Могу смело рекомендовать этот тур. Вот цена и сайт, где можно его забронировать. Дальше замолкаю, вы сами сейчас все поймете.
Welcome to Ireland. I can tell you one thing, this is the best coffee on the island.